Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 13 января, суббота. Это видео является логическим продолжением моего предыдущего, в котором я рассказывал о развитии плана Си, который разработал Запад, прежде всего Европа, для победоносного окончания войны в Украине. В этой части я расскажу о том, как обстоят дела, прежде всего с планом Б, это 300 миллиардов, которые заморожены сейчас и которые планируется передать Украине, а также с планом А, это пакет на 61 миллиард долларов, который является частью более крупного пакета. Это помощь Украине, Израилю, Тайваню, ну и укрепление, связанное с этим всем, укрепление так называемая южной границы Соединенных Штатов Америки. Итак, вторая часть. Учитывая, что, как мы с вами обсудили, Медведев, его, так сказать, облик физически внешний не совсем подходит для того, чтобы пугать уже Запад и Украину, решили выпустить одного из своих кремлевских центровых мастеров ИПСО. Речь идет, может быть, догадались, о Караганове. Я о нем как-то рассказывал. Он недавно, в течение последних нескольких месяцев ошарашил всех статьями, в которых говорил, что Россия должна первой применить ядерное оружие против Запада. Ну, там, может быть, против Украины он особо там грань не проводил, иначе все пропало. Рассказывал, как это делается, рассказывал, что это можно выиграть и так далее. И вот его, опять выставили, опять большое интервью. Медведев накануне, этот на следующий день усилил, так сказать, сегодня, собственно говоря, в издании «Россия в глобальной политике», мозговой центр. Причем, если вот есть у них такие сливные бачки, как так называемый, к примеру, так называемый профессор Соловей, это он для тех пиплов, которые хавают. А вот этот бачок или канал реализации активных мероприятий, который воздействует на политических лидеров западных государств, а также на интеллектуальную элиту. Это может быть номер один у них. Ну, что я сразу скажу, кто он такой, чтобы вам понятно было. Караганов. Он в свое время проходил в 80-е годы, проходил стажировку в советской миссии в ООН, при советском посольстве в Соединенных Штатах Америки в Вашингтоне. Он работал в Институте США и Канады Академии наук СССР. Потом там целая группа от них отпочковалась, и он всегда пишет, что он основал такой же институт Европы, Академии наук. Не он основал, это КГБ основало, агентом которого он был долгое время. Он был агентом нашего отдела, первого отдела ПГУ, американского отдела. Работал вот по каналу активных мероприятий. И главное, тезис, который он проводил, я вам об этом говорил, все они проводили, это что в Кремле люди не совсем психически адекватные, поэтому лучше им в чем-то уступить, не связываться с ними, потому что могут нажать на красную кнопку, себя похоронят, но они дебилы, что с них возьмешь? Но они всю западную цивилизацию, поэтому лучше им уступить. И сейчас он разыгрывает это, но на более высокой ноте, в том числе в своих предыдущих статьях. Я сейчас расскажу, какая основная мысль. Очень большое изменение произошло в образе мысли по сравнению с предыдущими выкладками. Ну, опять, извините за выражение, но иначе не могу, он опять лепит Горбатова. Мы должны осознать, что мы богоизбранный народ. Какой нормальный человек. Да, кстати, мне один из британских аналитиков тут на днях сказал, говорит, что был случай, когда он долго не мог выйти из запоя и, в общем, находился между двумя мирами. И в течение нескольких минут его мозг то есть кислород не поступал в его мозг, и там произошли какие-то изменения. Наверное, может быть, это и стало причиной того, что он сейчас несет. Короче говоря, мы богоизбранный народ, вот вам и все. Мы все русские,
русские татары, русские якуты, русские буряты, то есть богоизбранный бурят, богоизбранный якут, богоизбранные чеченцы, имеется в виду прежде всего кадыровские, да, наверное, только кадыровские, все. Мы особый народ, народ цивилизации, цивилизация цивилизации. И этот человек, вот, как надо понимать, как и все вот эти основные сейчас пропагандисты Кремля, он был западником. Западником он был тогда, когда совок рухнул. Ну, во-первых, 80-е годы для вот таких людей, как он, и для него вырваться в Америку – это все, это рай, эта жизнь удалась. Даже 4 года там, или 3 года. А потом, когда совок рухнул, так они же все, кто мог, рванули в Америку. Соловьиный помет преподавал где-то как-то, говорит, что преподавал, не знаю, в техникуме, в ПТУ, но где-то болтался здесь, потому что там, в Москве, было совсем плохо с работой. А когда там заработали, потекли деньги, нужны были знатоки, специалисты по дезинформации, они все рванули обратно. А Карганов в 90-е, в 2000-е годы, он даже был членом международной, то есть Совета по внешней политике, который, вернее так, это трехсторонняя комиссия, так называемая, куда Киссинджер сходил в свое время, Збигнев Бжезинский, также Дэвид Рокфеллер. И он был основан Бильдербергским клубом, эта организация, и Советом по международным отношениям. Туда, ну, естественно, это контора. Теперь это уже была СВР России, которая его туда внедрила. Ну, вот такой вдруг раз и переродился. То ли денег больше, то ли вот этот случай с мозгом произошел. Что он сейчас несет? Значит, он говорит о том, что его предыдущие статьи сыграли свою роль, где он пугал, что мы вас уничтожим, мы первым нанесем удар. И он говорит, что Запад это все понял, усек и теперь поджал хвост. Надо еще чуть-чуть нажать угрозами, прежде всего угрозами. И все, и мы тогда выигрываем. Как он выигрывает это? Ну, во-первых, его статьи, гениальнейшие статьи, безусловно. А затем, как он предполагал, несколько этапов эскалации, такие как размещение ядерного оружия в Белоруссии. Причем он пишет интересно, размещение ракет. Он не пишет о размещении ядерных боеголовок, о которых недавно подтвердил Лука, потому что, он, наверное, знает о том, что вместо боеголовок там, как я сказал, британский теперь, значит, аналитик, эти все боеголовки из папье-маше сделаны. Западная разведка их перемещение на территорию Беларуси не зафиксировала. А это трудно не зафиксировать, потому что это не кот в мешке, который можно незаметно втащить с одной стороны на другую. Ну да, то есть размещение ракет в Беларуси, потом серия стратегических учений, поездка нашего министра обороны и руководителя Росатома на Новую Землю и выход из ряда договоров. Зачем им туда было ездить, на Новую Землю? Как не демонстрация подготовки демонстрационного взрыва там ядерного. Нужно еще немножко, говорит он, включая заявления, вот такие, как типа Медведев. На самом деле, вот после его первой статьи и так далее, произошли совсем другие процессы, которых я сказал в самом начале. Раньше еще верили в самом начале, легковесные здесь некоторые, о том, что могут они применить ядерное оружие. Уже нет. То есть страна, в которой происходит техногенная катастрофа, в которой летчиков нужно отапливать штакетником от соседнего забора, которые полопали все трубы, и их нельзя починить до конца зимы. Ну какая ядерная война? Ну о чем вы говорите? Какой удар? А он все грозится, значит, что мы проделаем еще несколько угроз на официальном уровне, и все, и они побегут, и он в это верит. Что замечательно, примечательно, он говорит, что удар по Украине ядерного не будет. Это он официально говорит. Слава Богу. Ну, успокоил. Потому что, украинцы, правда,
не совсем братский народ, но заблудший народ. Самое главное, что этот удар ядерный по Украине не решит ни одну проблему, а проблему главную, которую надо решить так, чтобы Запад весь испугался и перестал чинить препятствия России и Китаю стать новыми лидерами нашего нового мироздания. Вот она цель, которую он планирует, рекомендует добиться исключительно вот этим балабольством, как Медведев, статьями, как он. Ну, значит, раз такой он важный, должность нужна, деньги нужны, большие деньги. То есть человек работает на себя, безусловно. Он в струе, начиная с того момента, когда он закончил, по-моему, институт МГИМО он закончил, да, и потом, значит, на стажировку приехал в Америку, все. Он попал тогда в струю, и он с тех пор он болтается, правда, струя уходит в эту сторону, и он колеблется вместе с струей. Вот что происходит, это очень важно, господа, понимать. Вот чтобы они не болтали, но на самом деле тенденция совершенно обратная. И решение Великобритании, визит Сунака это показал. И визит Зеленского в государства Балтии это подтвердили еще раз. Вот вам план С, вернее. Он работает. С чем я вас поздравляю. То есть сегодняшний день визит Сунака, он был знаменательным в этом плане. Ну, кратко, о плане Б теперь. План Б это у нас 300 миллиардов, которые американцы уже активно подталкивают другие страны G7, Европу к тому, чтобы арестовать, передать Украине. Сегодня была информация в нескольких изданиях американских со ссылкой на российские источники. Кремль собирается это дело оспорить, не дать осуществить этот процесс через тяжбы, судебные тяжбы в западных судах. Ну и говорят, что там какой-то документ они соорудили, согласно которому это дело малоперспективное. Ну, насчет того документа, который подготовили американцы изначально, я вам рассказывал в деталях, и его поддержали ведущие юристы, политики других стран, помимо Америки, G7. А что касается прецедентов, якобы нет. Вот у меня просто ухо резануло. То есть это опять в Кремле выдают желаемое за действительное. Как это нету? Как это нету прецедента? Ну, первый прецедент, то же самое сделали Соединенные Штаты в самом начале Второй мировой войны. Они еще не воевали с Японией, они просто арестовали все деньги японские. И Японии не на что было покупать нефть и другие энергоресурсы. Ну, в новейшее время дважды Буш-младший арестовывал активы Саддама Хусейна и отдавал их на компенсацию это Кувейту и потом, значит, на восстановление Ирака, компенсацию гражданам Ирака, которые пострадали от режима. Есть успешные, проверенные на практике, и ничего неосуществимого в этом нет. Причем мы имеем с вами дату. Решение должно быть принято к очередной годовщине агрессии России против Украины, то есть где-то до 24 февраля. С нетерпением ждем. Но, наконец, план план А. Ну, мне стыдно даже говорить об этом, потому что то, что происходит сейчас в американском Конгрессе, прежде всего в Палате представителей, где большинство принадлежит республиканцам, и где в воду мутят какие-то 30 человек, представители, трамписты из МАГА, это, нет просто слов. У меня вот такое впечатление, что вот эти 30 человек, и вообще группировка МАГА, это американский аналог, это, так сказать, коллективное безуглое, коллективное американское безуглое. Вот смотрите, что происходит. Но я вам рассказывал уже эту захватывающую дух историю. После новогодних каникул, вернувшись на работу, спикер Палаты представителей громогласно объявил, что он достиг с лидерами демократов согласия о потолке цен, вернее, о потолке расходов в бюджет, в финансовый бюджет на следующий год. Это то, что из-за чего до сих пор у американцев нет закона о бюджете на вот этот год, финансовый год.
И часть временного продления этого бюджета истекает 19 января, а вторая часть, самая важная, там где оборона, 2 февраля. Ну, то есть, тут времени не осталось, все, согласовали, ура, победа здравого смысла. Проходит несколько дней, и вот вчера бу-бу. Вот эти представители МАГА теперь говорят, что их не устраивают эти потолки цен. И несмотря на то, что он сократил больше, чем раньше предполагалось, на целые 16 миллиардов, надо больше, надо урезать там и так далее. Короче говоря, то есть его поставили в совершенно непонятную позу. Он теперь не знает, что делать. Опять начинать переговоры, которые длились черт знает сколько, несколько месяцев, осталось до 19 января вообще ничего. То есть это и никто из демократов не будет это обсуждать с ним. Совершенно, абсолютно не будет. Или же опять не будет бюджета, и опять будет остановлено. Опять, то есть шатдаун получается. Он, конечно, у него есть ходы. Один из них договориться с демократами. Без них вообще не будет принят этот самый бюджет. Никаким образом. Они тоже должны участвовать. Короче говоря, вот коллективное безуглое. И Украина то же самое. Значит, но тут теперь сначала начали республиканцы последние 2 дня, что их не устраивает даже те уступки, на которые готов пойти Белый дом и демократы. Нужно дальше выкручивать руки. Вот у них есть проект закона, который называется трампистским. И только так. Причем у них такие в серьезных заявлениях. Один из них, значит, сказал, что мы готовы. Один, значит, сказал, что да я готов лишить наше правительство финансирования на финансовый год этот, готов не давать деньги нашему правительству, если оно не решит вопрос вот так, как мы хотим, с границей. А как оно решит, если деньги не давать ему? То есть, бред совершенный. А второй по поводу Украины сказал так: мы готовы бросить Украину с собакам, но если они не примут то, что мы хотим, требования по границе, ни копейки Украине. То есть, вот так вот. Это вот обострение зимнее произошло буквально в последние, позавчера, вот 2 вот этих дня. Вот такая, господа, ситуация. Я заметил в украинском информпространстве последние несколько дней плавает информация по поводу какого-то чудо-плана республиканцев, о том, план победы, разработан республиканцами, план победы Украины. Забудьте про эту бумажку. Это никчемная бумажка, которая, во-первых, так, она была произведена в ноябре месяца прошлого года. И с тех пор она где-то валялась, пылилась. Тогда, когда решался вопрос о финансировании для Украины, и республиканцы все голосовали против, эта бумажка уже существовала. Никто о ней не говорил. Нигде она не была, ни в каких средствах массовой информации. Затем неделю назад она появилась. Тихенько. Ее разместили даже не на первых страницах 3 комитетов по разведке, по иностранным делам и по обороне Палаты представителей. А где-то так вот там, я помню, затратил несколько минут, пока я полностью не вбил название, правильно вот в кавычках название этого документа, и написал туда комитет по иностранным делам. Только тогда я Google нашел этот документ. Но опять-таки, то есть такого шума, гамма по этому поводу в поддержку нет. И вообще документ смешной. План республиканцев победы Украины. План начинается с того, что Белый дом должен предоставить план. То есть гениальный план республиканцев о победе Украины начинается с того, что администрация должна им предоставить план. Вот это республиканский план. Затем там ахинея по поводу того, что надо больше атакамс, надо F-16 и так далее. Вот Элочка-людоедочка читает, она бы сказала: парниши, не надо громких снов, дайте денег на все это. Помните, как писали аналитики британские?
которое вошло это все в документ Министерства обороны Швеции. Дайте, скажите, какие вы дадите деньги на это, выделите, и мы вам скажем, какие планы мы разработаем. Отсюда надо плясать. Потому что если вы дадите 60 миллиардов, это будет один план. Если вы дадите 6, это будет совсем другой план. А если вы, как сейчас, не даете ничего, то какие могут быть планы? То есть идиотизм логический авторов этого документа состоит в том, что на практике они не дают денег Украине и не собираются давать, если там что-то не случится на границе. Но они требуют, чтобы администрация дала больше самолетов, атакамс и так далее. Я вам высказывал свое мнение, повторяю еще раз. Это бюрократическая, так сказать, проволочка, штучка, цель которой прикрыть себя накануне выборов президента и в Конгресс, чтобы прикрыть себе нижнюю часть спины. Потому что если тебя будут критиковать, почему ты не проголосовал за помощь Украине, он скажет, да как же, документы мы написали, требуя Украине, чтобы дала больше. А если наоборот будут кричать большинство избирателей, не надо Украине денег давать, они скажут, так а мы что? Мы, собственно говоря, и не настаивали. Короче говоря, в Украине этот документ привлек больше гораздо внимания, чем в Соединенных Штатах Америки. Здесь его повесили на всякий случай, чтобы можно было в любой ситуации показать, переобуться и что-то там продемонстрировать, что-то делать. Вот как я вам сказал сегодня, вот такая позиция сейчас. То есть они в последние 2 дня еще раз взвинтили позицию. И позиция такая. Один говорит, вообще правительство не получит бюджета. То есть вообще американское правительство, шатдаун будет. А другой говорит, мы бросим Украину с собакам, если они не согласятся на то, что мы хотим. Это еще не принято решение в Сенате, не принято решение по этому законопроекту. И теперь важно, что я вам скажу сейчас. У меня есть надежда. Надежда эта основана на высказываниях лидера демократического большинства в Сенате, Шумера, который сказал, что если Сенат примет свой вариант пакета помощи Украине, это окажет огромное воздействие, давление на самых твердолобых в Палате представителей. И они вынуждены будут перестать валять дурака и заняться делом, проявить благоразумие. Будем надеяться, что господин Шумер, он опытнейший политик, он понимает расклад сил и ход мышления законодателей Соединенных Штатов Америки. Поэтому это сработает. Но времени остается совершенно мало. 19-е. То есть до 19 числа они теперь должны решить вопрос и опять что-то делать с потолком цел для бюджета, и с Украиной. Денег. Времени в обрез. С другой стороны, если сейчас республиканцы, если пойдут на компромисс, они потом могут трясти, как своим достижением перед избирателями на выборах, что мы выдавили из демократов невероятные уступки. Если же этого не произойдет, то вообще у них ничего не будет. Будет полный провал. Есть такая мысль, изуитская, что, может быть, Джонсон, спикер, все это и мутит таким образом, чтобы дотянуть до того момента, когда будет ясно, дадут ли Трампу идти в президенты или не дадут, а потом действуют в связи с этим. Короче говоря, господа, план Си, который самый поздний у нас вырисовывался, он является сейчас самым активным в работе. И если они поставят те ракеты, о которых мне рассказали, я доложил вам, то это одно может изменить, и плюс еще дрона, это значительно одно может изменить ситуацию на поле боя. А учитывая, что вопреки заявлениям кремлевских пропагандистов в России, ни с экономикой, ни с
инфраструктурой, ни в плане уровня жизни народа, ни о взрыве патриотизма, о котором толдычит этот самый Караганов. Долго они не протянут. Сам Караганов говорит, что мы можем еще повоевать 2 года, и все. Почему он так считает, описывая розовую совершенно ситуацию процветающей России? Вот этот вопрос. Тут как-то так его тезисы не состыкуются. Но если уже они вынуждены, пропагандисты, признать, что у них ресурсы идут на убыль, то, видимо, это так и есть. Поэтому, господа, держим строй. Кое-где у нас есть замедление, кое-где есть прорыв. Я считаю, что с планом Си произошел прорыв. Есть все надежды, хорошие надежды на план Б. До 24-го у нас есть срок. Ну и будем ждать и надеяться, что коллективное безуглое в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки включит мозги. Ну и произойдет то, на что надеется Чак Шумер. Вот на этой высокой ноте позвольте закончить это видео. Ну и, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч.